Мы с тобой идем в дом в Армянском переулке. В соседнем доме, кстати, родился Юрий Нагибин. Вот здесь об этом мемориальная табличка. И немножко мы начнем говорить о жизни французской диаспоры, посмотреть, что интересно французам, потому что место в огромной квартире в старинном доходном доме будет сегодня именно французская рождественская ярмарка, именно для французов. Это очень редкое мероприятие для Москвы, если вы как-то не общаетесь с, например, французами или англичанами, которые работают в посольствах или в каких-то компаниях в Москве, то, в общем, попасть в такое место чрезвычайно сложно. Что сейчас здесь происходит? Это квартира. Я даже не знаю, сколько в ней комнат, наверное, 6. Мы сейчас ее подробно покажем. Здесь есть несколько каминов, да, вот одна печь, потрясающе сохранившаяся топка. Сейчас здесь проходит рождественская ярмарка. И невероятное количество красивых вещей недешевых. То есть надо понимать, что эта ярмарка рассчитана для французов. Мне вот ужасно понравились, но даже не с таким золотым ремешком, а вот, например, такие сумки. Это домотканая ткань, которая приезжает из Узбекистана, потрясающе сделанные внутри. Но вот такая сумка, например, стоит 12 тысяч. Очень интересные платки. Каждый из них просто произведение искусства. И, как правило, большинство из них так или иначе связаны с русской тематикой. Вот это шелковые платки. Ну, конечно, самые сейчас, наверное, актуальные и красивые – это вот такие платки с кашемиром и шелком. Смотрите, какой невероятной красоты рисунок. Это вот сама художница, она сама рисует. То есть это не какие-то, да, взятые, предположим, из каталогов или из альбомов сюжеты, а это совершенно вот такая вот невероятной красоты творчество. Здесь есть мой любимый платок. Вот он. Даже вот его не открыв, можно, по-моему, уже узнать ограду летнего сада, правда, Марусь? И этот платок, конечно, абсолютно платок мечты. Вот он, летний сад, причем летом, да, который ты всю зиму, например, носишь у себя на шее. Мне кажется, мне очень идет. Да, здесь очень важно, да, что вещи, которые можно вывозить, вот такая сахарница и ложки с таким рисунком у меня были у моей бабушки. Вот такие ложки, я ими пользуюсь. Но они серебряные. Невероятной красоты совершенно печка, тоже сохранившаяся, видишь, там вьюшки, но я только не могу понять, интересно, это просто покрашенная в белый цвет, да, то есть она же должна быть изразцовая. Сейчас я попробую узнать. Хочется ее так чуть-чуть поцарапать и посмотреть, да, какая она внутри. Ну, красоты абсолютно невероятной. Редчайшей сохранности, да, мы открываем такую задвижку, все здесь работает,
И вот, не знаю, ой, тоже, смотри. Вот, собственно, вот она сама печка. И я так понимаю, что здесь как раз отсюда подкладывают вот в тот большой камин, который в соседней комнате. Масла, я так поняла, это для как косметические, да, для лица. Косметические масла. Есть масло авокадо, конопляное, есть масло шиповника, да, вот Ух Кейт ты. Миддлтон им пользовалась. Так, нам всем надо срочно. Касторовые, много-много-много масла. Там гармония, равновесие и энергия. Вдохновение, гармония, энергия. Надо все. А вот Самая это популярная энергия. энергия? Это роликовые. То А, есть не нужно капать. ой, там как внутри здорово. ролик. И есть такой наборчик женское счастье, да, какие проблемы у женщин. Класс. No стресс, да, Да. снятие стресса, слипинг, заснуть, чтобы не было бессонницы, и the mood for love, настроение для любви. Хочу посмотреть. Смотрите, Все у нас можно ушли. смотреть, мерить, все, что нравится. Любуйтесь. Красота. То есть получается, что в этот раз ярмарка в двух больших комнатах. И здесь есть вещи, которые рассчитаны, конечно, на французов. Всякие деревянные бусы, сережки, замечательные бусы, обтянутые шелком, свечки. Куда же во Франции без свечек? Здесь есть авторские фотографии, там ювелирные украшения, совершенно волшебные елочные игрушки. Для меня всегда очень важно было, чтобы игрушка была с улыбающимся выражением лица. И вот здесь они именно такие. И вот такой французский базар – это еще обязательно общение. Люди приходят и проводят здесь довольно много времени. И даже не обязательно что-то покупают. Они пьют чай, здесь заварен для всех травяной чай, обычный чай, кофе, там, виноград, сыр, круассаны. То есть каждый может действительно почувствовать здесь себя как дома. Но меня, конечно, помимо всего прочего, совершенно поразили виды из окон. Марусь, я надеюсь, что ты сняла. Вот это так называемый французский район. Еще раз повторю, что французы очень любят селиться в районе Чистых прудов, потому что здесь лицей Александра Дюма, и из этого дома, честно говоря, в который я мечтала попасть, но здесь очень строгие вахтеры, войти внутрь абсолютно невозможно. И мы договорились с хозяйкой квартиры, что мы сделаем мероприятие для моих подписчиков. Мы организуем, единственное, что это будет не вечером, это будет днем. Мы посмотрим эту квартиру, будем пить чай по-французски и еще научимся завязывать шарфы, как это делают только в Париже. Вот. Но мы, наверное, Марусь, уже с тобой будем собираться и пойдем еще посмотрим этот волшебный подъезд. Ух, Маруся, в этот подъезд я мечтала зайти, и мы с тобой пытались, наверное, года 2 или 3. Это дом в Армянском переулке. Армянский переулок, почему? Потому что армянская диаспора живет в Москве
уже не одну сотню лет. И здесь дальше по переулку находится армянское посольство. Посмотри, какие дубовые перила. Посмотри, какое нарядное лестничное ограждение. Посмотри, какой широченный марш. Вот этот подъезд действительно хочется назвать парадным. Почему? Потому что это дом 1899 года постройки. И это огромная разница. Вот через 3 года все абсолютно переменится, мода на строительство доходных домов станет совершенно другая, и уже умами и вкусами завладеет стиль модерн. А пока архитектор с редкой фамилией Иванов, который, кстати, работает и в Петербурге тоже, ставит в Армянском переулке этот потрясающий доходный дом с 2 подъездами. И, конечно, помимо ступенек, лестничного ограждения, потрясающих перил, Марусь, мы сразу смотрим на пол. Здесь необычное сочетание, да, вот такого метлахского бордюра, видишь, какие здесь сердечки, и такого обычного классического с голубыми вкраплениями, да, с голубыми этими квадратиками. Причем, конечно, квадратики здесь просятся, наверное, такого же цвета, да, как и сам бордюр, но все это вместе, сочетание голубого и бордового, ну и зеленых стен, конечно, но это уже не архитектор, это уже так называемый ЖЭК-арт, делает этот подъезд невероятно нарядным. Посмотри, Маруся, какое окно в подъезде. Ну, к сожалению, рама уже пластиковая, но какой огромной величины общественное пространство. Мы с тобой проверим. К сожалению, видишь, здесь уже не метлах, но зато здесь осталась дверь. Смотри, достаю, вот, виден ее масштаб, виден ее размер. И судя по количеству звонков, Марусь, сколько их здесь? 6 штук. Я думаю, что это коммунальная квартира. Получается 4 этажа всего. Видишь, какие высоченные потолки, что дом кажется 6-этажным. И невозможно понять, почему только на одном этаже, на лестничной площадке, сохранилась метлахская плитка. Видишь, Марусь, на тех этажах уже убогий керамогранит. А вот здесь чудом, не знаю, или люди живут здесь, которые встали на защитку этой плитки, да, смотри, какой бордюр, и вот такой замечательный старинный узор. И насколько по-другому выглядит вот место, где сохранились подлинные детали. Я поражаюсь, как этого можно не видеть, как можно вместо этого захотеть положить новую керамическую плитку. Вот я очень пытаюсь понять, что в голове у этих людей, и у меня, конечно, не получается. Марусь, посмотри, что я нашла. Это кусочек вот этой вот кованой штучки, которая по какой-то причине отвалилась. Но еще одно замечание, совсем банальное. Но если вам хочется такую вещь унести домой на память, ни в коем случае не делайте этого, потому что она здесь лежит, и есть надежда, что ее приварят. Даже если вам кажется, что эту вещь выбросят, оставьте ее на месте. Пусть это будете не вы, да, кто лишит дома его родных деталей. Я, Маруся, последние несколько месяцев все время думаю о том, что мне очень хочется начать рассказывать про жизнь англичан, французов, португальцев в Москве. Это огромный мир людей, с которыми мы практически не соприкасаемся, но которые устраивают ярмарки, которые ходят в Москве в свои национальные школы, которые ходят в определенные кафе. Вот сейчас я веду переговоры с собором Андрея Первозванного, да, может быть, что-то у нас получится, но вот французская тема, она сама, да, как-то вот постоянно в моей жизни случается, поэтому я ужасно рада, что мы с тобой выбрались на этот рождественский французский базар и, конечно, побывали в этом доме, ну, невероятной красоты, абсолютно безупречном. Марусь, посмотри, как
красиво. Машулик, сейчас мы с тобой будем пить чай, ты меня простишь за такой некоторый беспорядок. Сейчас будем наряжать елку. Сама я сижу нарядная, по-моему, как елочная игрушка. Но забежала я на Петровские линии и взяла новый зимний журнал Seasons. Очень мне нравится, конечно, этот журнал. Как я говорю Оле, главному редактору, с которой мы ровесницы: Оля, я выросла на вашем журнале. Вот. Чудесный номер, он весь посвящен Франции. И вот здесь, Маруся, ты можешь даже видеть знакомую тебе физиономию среди прочих авторов. И здесь очень интересная статья психолога. Называется «Шестое чувство». Ты знаешь, как я сдержанно отношусь к психологам. Вот, но здесь прямо вот про то, как найти родственную душу, почему там кому-то везет с друзьями, кому-то не везет. Какие-то такие очевидные вещи, но очень-очень здорово они описаны. Журнал немножко отчасти посвящен Франции. Вот, и здесь, Марусь, я сейчас тебя удивлю. Ты же еще не видела. Сейчас. Вот. Вышел мой обзор, он называется «Французская Москва». В Seasons, конечно, отдельная моя любовь – это вот картинки, которые рисует художник. И «Французская Москва» – это обзор разных французских мест в городе. Видишь, она такая не маленькая, много тут чего всякого разного. Я надавала советов, так что можно в праздники отправиться гулять. Ну, чудесная статья Юлии Григорян «Жилой метр» называется. Ну, уже по картинке ты понимаешь, о чем пойдет речь. И здесь очень трогательный русско-французский словарик, да, «Parlez-vous français», ну, со всякими смешными выражениями. Ну, в Париже мы однажды попадем, это же случится. Там «Под крышами Парижа» статья, над которой просто хочется плакать. Вот. И даже, Маруся, рецепт пирога на новогодние праздники. Очень легкий. Мы же с тобой следим с диетой из последних сил. Вот здесь вот, понимаешь, от такого пирога его ешь и худеешь. Так что в тему к нашей французской Москве, видишь, как все сложилось совершенно удивительным образом. Еще и журнал Seasons, где большая часть посвящена именно нашей с тобой теме. За моей спиной собор Святого Людовика. И мы, Маруся, с тобой в Милютинском переулке продолжаем снимать о французской рождественской Москве. И мы пришли на французскую рождественскую ярмарку. Вот там у нас прямо улица Мясницкая. А нам с тобой в эту красивую дверь с этим невероятным, совершенно кованым козырьком. Пойдем. Чудесный художник, и помимо всего прочего здесь, Марусь, смотри, видишь, выставка работ. Камчатка? Да, да. Поэтому внизу написано. Будешь устрицу? Они как по одной, как их вообще? Сколько хотите? Одну. Штучка стоит 250 рублей. Одну можно нам, пожалуйста? Марусь? Винный уксус, лук, шалот и с приправой, и плюс лимончик. Делайте сколько пожелаете. Надо полить, да? Да, да. Вот так, да, это будет хорошо. Вот. А лимон И тоже надо, выжать. да? Да, да, выжать лимончик. Можно попробовать. Я вот так положу красиво. Хорошо. И возьмите, пожалуйста, шпажку. Ага. Второй раз в жизни буду есть устрицы, потому что первый раз в жизни устрицы я ела, когда мы были на Мальте.
Мне было лет 14, вот, и папа в каком-то ресторане заказал устрицы, причем ну, не по одной, как мы сейчас с тобой, а целую дюжину. Вот я тогда не сумела даже одну съесть. Вот не факт, что я смогу сейчас. Но ты меня, Мань, не снимай, иначе это будет фильм ужасов. Никогда не ела, не стоило и начинать. И тебе понравилось, Маруся, я рада. Ой, вот это очень приятно. А это что? Это называется рождественская роза. Рождественская. Самое интересное, что он пахнет. Да? Да. Ой, да, чем-то таким очень уютным пахнет. Чуть ли не хлопком. Да, чуть ли не хлопком. Это вечер в Вене. В Вене? Вечер в Вене, нет? Ой. Если в Париже уже были, значит в Вену надо. Да. В общем, абсолютно функциональная история. Марусь, смотри, это дулевские фарфоры, береста. А рисунки? Рисунки у нас есть самые разные, но вот это в данном случае это мальчик-амфиб, самый известный 13 века. Как мне сказал один француз на этой выставке, в то время, когда у нас 4 человека умели читать и писать, в Руси был мальчик-амфиб, который оставил... Да, да, точно, я вспомнила. По-цыгански с лесной грушей и яблоком, по-кубански с шелковицей и цветами апельсина, и зеленый чай по-карельски. Это коллекция по-биробиджански. Здесь как бы в принципе биробиджанская коллекция, но тоже с разными наполнителями. Интересно. Ну, наверное, возьму все-таки русский. После устрицы нас уже ничем не удивить. Это на самом деле национальная французская такая еда. Это улитки. Я так понимаю, что вот эти, наверное, с чесночным соусом. И шабли прилагается. И такие доставки по центру. Мы будем постоянно в центре тоже говорить, если вдруг нужно будет завести. Хорошо. Потому что вам понравится очень. На Новый год. Да. Попробуем. Можно тоже? Мало что осталось, Ну, все раскупили. или съели. Вы, по-моему, всех угощаете. У вас, по-моему, всех... Нет, Да? Спасибо. я с удовольствием не угощу. Спасибо. А это трюфель, да? Или да, можете заказать онлайн. Ой, какой вкусный. Согласен. Мы раньше делали только невкусные, и мы их не продавали. Стали сделать вкусные, и их покупать. Это чудеса. Смотрите, представьте себе, что вы готовили, Мань, допустим, блины. так, Ну, обычно медом, да, или икры, там, Да. со сметаной. А вот последний блин, пожалуйста, вы попробуйте с этим. с ума сойти. Маня, это ругательство, нутелла. Это паштеты. Если ты любишь разные французские паштеты, вообще французы славятся именно разными паштетами, то здесь вот они. Маленький французский базар, очень симпатичное пространство. Посмотри, какие, Марусь, здесь своды. И не могу сказать, что здесь очень много французских продуктов, примерно пополам. Но атмосфера и какое-то ощущение именно французского Рождества. Поехали дальше. Как, Марусь, понравился тебе французский базар? Мне тоже кажется, что в любом случае это какое-то разнообразие. А мы обратно в Милютинский переулок. Господи, как же хорошо зимой-то.
что, Маруся, надеюсь, ты не устала. Мы с тобой в еще одно французское место. Бонжур, здравствуйте. У вас тут ремонт. Да. Спасибо. Вот, я расскажу историю. Это было по изоляции, откуда пришла эта зимняя спячка. Зимняя спячка, гениально. Мгм. Это из-за ковида. Это были эти идеи прятать себя, защищать над такой огромной большой подушкой. Ой, как здорово. И это был мой первая история по подъезду, когда, вы помните, у нас была изоляция, и потом Да, да. первое пространство, это был подъезд. Это типа мы можем, мы не можем, можно Выйти. дышать, не дышать. Ужас, кошмар. Вы Так и помните? было, конечно. Ассамблее, Быстро а? забываем, Это- да. И потом это было гулянка Ой, как на здорово. улице Новокузнецкая. За хлебом ходили. У нас был 1000 метров, если А, вы напомните. Счастливые. Потом Ой, у как нас было здорово. 3000, потом у нас было 10 тысяч метров. Ой. И потом пошел И вы ходили, рисовали, да? И я все рисовали, и моя идея там, я рисую, Ага. и потом я возьму свою живопись и создаю несколько примеров, это одежда, сумка или что-то, но всегда эта идея, что он вам тоже защищает и что-то От чего? сделает доброе для вас. И для меня, как художница, вы начинаете быть скульптурой моей живописи. Ух, как Зачем? здорово. Вот, и это, что мне нравится. Это гениальная идея. Это моя живопись, но на, Ух ты. на ювелирный язык. Ух ты. Voilà. Потому что результат у вас одна Потрясающий. Да. Уникально, это не будет нигде не повторим. Очень красиво. Это как ожерелье. Посмотрите. Я не модель, но это понятно. Ну ладно. Можно сегодня одеть. Да, кстати, очень красиво. Да. Хорошая. Очень. Вот этот подъезд, Марусь, вот он с этим знаменитым. Я даже не поняла, что вы в этом доме. Очень люблю его. Невероятное окно здесь, невероятной Потому что красоты. это архитектор немец, Да. и это был особняк, Мгм. где были только 3 этажа. И И над- потом на Сталина Да, времени они надстроили. добавили еще 3. Но 3 это через во двор, это Ну да. другой вход. Ну да. И я упала в любовь в этот дом и имели шанс купить квартиру здесь. Да вы что? Да. Я А- живу здесь Ой, уже класс. сколько лет. А как вам плитка, то, что плитку кладут на стены? Нравится? Этих? Ну да. Я вам объясню, это большая победа. То, что вот все, что я рисовала во время ковида, Мгм. либо меняется, либо уничтожить, либо пропадать. Я очень, для меня это Удивительно. очень странно. Ну да. Даже ощущение, что я закрываю такое-то время и открываю новые совсем. Я не хочу быть шаманом, но это почти так. Ну да. И 3 месяца назад они решили сделать капитальный ремонт Да, 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 в подъезде. на все подъезды. Мгм. Когда они пришли, когда я видела, что они сделают во двор, я пришла, я сказала, что это такое, а у нас будет тоже на большой вход. Они сказали, конечно. Я сказала, это дом исторический, вы не можете все и ничего, и это невозможно так, как вы сделаете. И я сказала, покажите мне плитки, которые вы будете. Это эти ужасные плитки, которые вы положите там. Я сказала, ванна плитка, это Ну да. исключено. Ну да. И я не согласна. Мгм. И результат я сделала такую революцию. Да, в подъезде. Да. И почему французы это понимают? Почему Ну, это французы... зависит, где вы родились. У меня семья специфики. Ну, а среднестатистический француз, он... Нет, я думаю, что это то же средний самое. русский 100 раз более культурно, чем французский. Ой, это приятно очень. Ну, точно, я уверена. И тот дом, я помню, когда я пошла, у нас были, мы искали как раз, я хотела здесь, на этот... И когда я пошла первый раз,
дома, я видела окно, И все. и я сказала, это здесь. И я помню, на лестнице было очень много людей, которые видите квартира. И была семья, только женщина. Это был коммунальный квартир, но все семья, все женщины были прабабушка, бабушка и мать. Все И поколения. все И потом работу наших риэлторов, это было найти разные, кто-то был на чтобы они дачах, разъехали. кто-то был на куда-то, кто-то был не помню где. Bon, это был не мой проблем. Mais... И мне сказали, Мюриэль, ты мальчик, потому что всегда я люблю говорить. И мне сказали, если ты говоришь цену, что ты мальчик. И был этот бабушка или прабабушка, которая сразу, она мне все показали, я говорю, я понимаю, что я дура, понимаешь, и потом мне сказали, вы знаете, вы очень похожи на мою бабушку. И этот дам сказали свою дочь, что это я, либо никто. Ух ты, ничего себе. И нам продали этот квартиру. С ума сойти. И потом я сказала, вы не хотите, что я говорю? Да, вы дураки, потому что если я не говорила с этим дамой, то все. У нас не будет квартиры. Да. И потом это было очень сложно, но этот дам я обещал, что я сохраню дверь, что я сохраню все эти маленькие детали, что я сохраню и паркет. Сохранили? Мы сохранили, мы сделали реновацию. Просто здорово. Сразу, когда ты сделаешь ремонт, пришли и мне сказали, мы убираем все двери, и сказали, мы будем реновация. То есть это все ваши рисунки, которые... Посмотрите, вот Настя, вот. Да. Маруся, с погодой нам опять повезло, пусть это не солнце, но пошел невероятно красивый снег. А помнишь, как мы с тобой здесь катались на коньках? Вот уже второй год почему-то Патриаршие пруды не чистят под каток. А так здесь в самом центре была елочка, помнишь? Здесь такие скамеечки. Вот это было у нас самое любимое место покататься на коньках. Ну, может быть, еще сейчас все промерзнет, еще будет. Пойдем, Марусь, в кафе. Ой, спасибо вам огромное. И чайник такой же, как в Париже. Вообще в Ля Дюре ходят не только за вкусными пирожными, но и за тем, как сервируется чай. Это почти такой вот английский чай. Спасибо вам огромное. Маруся, мы с тобой пришли в самое французское кафе города Москвы. То есть очень много таких французских разных сейчас заведений. Но Ля Дюре – это действительно вот то аутентичное, благодаря чему как будто мы с тобой оказались в Париже. Я, кстати, когда раньше в прежней жизни ездила в Париж довольно часто, я ходила обязательно в Ля Дюре на обед, потому что там такая английская всегда обстановка, и они делают крошечные английские бутерброды. Вот так очень их, даже чересчур, может быть, чопорно подавая их на ланч. В общем, я люблю Ля Дюре, которая около Мадлен в самом центре Парижа.
Но мы с тобой, еще раз повторю, никуда в этом году не едем, как и в прошлом, но надеемся на следующий. И мы попытались найти Париж в Москве. И мне кажется, что это нам удалось. И вот эта жизнь, не обязательно французской диаспоры, просто так получилось, что в этом году мы окунулись именно в жизнь французов. Мне она показалась очень и очень интересной.